Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота, психиатр, на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Взаимно. Спартак, очень много событий, очень много, скажем так, тем для того, чтобы как-то присоединить и прикрутить к тем процессам, которые сейчас происходят в Украине вокруг войны. Начнем, пожалуй, с новости, которая, психиатру нужно, чтобы ее обсудить. С утра Зеленский сообщил, что ввел санкции против Лукашенко. Причем там аргументация такая, что вот, там он поддерживает, в общем, войну и так далее. Смотрите, вообще, конечно, это нонсенс и прецедент, и можно по-разному трактовать там отношения и выпады, да, против Беларуси, которые длятся очень давно. Однако это решение, понятно, что Лукашенко мертвому припарка. Но с точки зрения политической динамики событий, например, Женевы, которая там Эксиос говорит, что это делает один и тот же человек. Я поручаю нашим переговорщикам организовать встречу с Путиным и ввожу санкции против Лукашенко. То есть это же четкая линия, это кто-то, видимо, советует. Это вряд ли взбалмошное лишь решение. Но о чем оно нам говорит? Мы можем наблюдать, что выпады Зеленского направлены на одну категорию людей. Знаете, можно искать по общему признаку, как преступления оценивают следователи и оперативники, по месту и по человеку, с которым был связан мертвый, скажем так, против кого преступление было. От человека работает как место. В общем, что интересно, что здесь мы наблюдаем не место, а человека. С кем связан Лукашенко? Последние выпады, с кем связан Орбан, с кем связан Фицо. Мы понимаем, что он связан только с одним человеком. Вся вот эта вот группа людей связаны и выстраивает хорошую коммуникацию, хорошие взаимоотношения с Трампом. Единственный способ сорвать любые переговоры – это не декларировать, что Россия неэффективна в переговорах, потому что уже как бы это никто не слушает. У людей уже складывается ощущение, что Зеленский не хочет окончания войны, и ощущение, в общем-то, очень близко к истине. Здесь с точки зрения социальной динамики я обращаю внимание именно на то, на кого направлены выпады. Не на Лукашенко, вы правильно сказали, ему как мертвому припарка. Ему эти санкции, он, возможно, даже о них никогда не узнает, если ему не расскажут его помощники. Он не ощутит это никак на себе. Тем более санкции, которые вводит Украина против других стран. Украина, которая самая зависимая страна от всех других, то есть она зависит от всего, в том числе от Беларуси, понимаете? То есть мы от всех зависим и против всех вводим санкции. Это звучит очень жизнеутверждающе. Но мне кажется, если бы хотя бы одно государство, даже незначимое, ввело санкции против Украины, вот это было бы, конечно, интересно. Интересный поворот событий. Санкции введены были для того, чтобы продемонстрировать Трампу, что он держится на плаву, что Зеленский имеет свою позицию, у него свой взгляд на ситуацию, и есть возможность контролировать эти процессы не под давлением Трампа, а, собственно говоря, мы сами будем принимать решение, как нам действовать, и нам как бы США не указ. Но на что я хочу обратить внимание? Когда были введены санкции? Давайте подумаем, что последнее произошло такое незаурядное, такое значимое, чтобы Зеленский продемонстрировал, что он может бороться с позицией Трампа. Это арест приближенного человека. Арест приближенного человека. Он говорит о том, что там я, там что-то с Минтичем, вот этот Минтич-гейт, который на самом деле Зеленский гейт. Я там что-то с... Он говорит, я всегда связался напрямую. Я вообще не разговаривал, говорит, с этим нелепым, как он там сказал, я не помню, Шатуном или как-то он сказал, что я с ним не контактирую, говорит. Я взаимодействую напрямую с Зеленским, я с Зеленским связываюсь. Это сигнал Зеленскому. Зеленский дает сигнал Трампу. Получается так, что сигнальная война. Единственное, что интересно, что в этой сигнальной войне всегда будут умирать люди, которые к этому не имеют никакого отношения. Это будут просто обычные люди, которые будут замерзать, голодать, умирать на фронте, что угодно, сталкиваться с брусификацией. Но реальная ситуация разворачивается именно там. Демонстрация Зеленского позиции для Трампа после ареста Галущенко, единственное, что он мог сделать, это продемонстрировать ее вот таким вот образом. Альтернативы не было. То есть он ничего другого не мог. Это, знаете, как что такое вот ненависть.
Ненависть – это обида уязвимого, слабого человека в сторону того, кому не может ничего сделать. И вот он демонстрирует ее таким вот образом. Это вот презрение такое к Трампу, но оно неощутимо. Одно из двух. Либо окружение Трампа это понимает, и мы скоро столкнемся с очень интересной ситуацией, когда Галущенко покажется маленькой рыбой. И мы придем к тому, помните, да, когда из ряда чисел выбивается одна буква или из ряда букв одно число, то, о чем я говорил ранее. Либо будет резкое изменение вектора, и так уже сильно сократилась помощь Украине, а помощь Украине не только сократится, а еще и повлияет на боевые действия. Ну, смотрите, по поводу Галущенко, он правда мелкая рыба, об этом так и говорят, что вот представьте, он отмывал там 100 с чем-то миллионов через офшоры, причем это все делалось настолько так как-то просто, что ли, да, ну, какие-то острова британские, да, под британской юрисдикцией. Один фонд создается, компания покупает акции фонда, а владельцами этой компании являются его ближайшие родственники. Сын Галущенко, оказывается. Вот слушайте, я, если честно, поражаюсь украинским кумам, да, кумовьям. Да? Это же нечто. Оказывается, за 200 тысяч долларов в год учиться в Швейцарии можно, и это оплачивает условно крестный, ну или кум. Представляете? Я вот сижу и думаю, елки-палки, это же до чего техника дошла? Ну вот, да, помните, вот кумовство, кумовство, мы Угу. поборем кумовство, кричали на стадионе. Вот, пожалуйста, 200 тысяч долларов в год обучения, там 4 года он уже учится, этот сын в Швейцарии, и нормально, как бы, нормально, то есть это в порядке вещей для этой элиты. И вы знаете, это мелкая рыба, это мелкий уровень, об этом признают следователи, говорят, что ему же залог как? Говорят, давай там 9 миллионов долларов, потом говорит, да нет, давайте в половину меньше. А он говорит, а вас сколько устроило? 425 присудили, говорит, да мне бы 30, и так улыбается, говорит, 30 бы нормально было, 30 бы мы нашли белых легальных денег, за которые бы за него внесли. То есть такое ощущение, если так вот посмотреть по сторонам, человеку, украинцу, да, который имеет несчастье в этот период времени иметь украинский паспорт, иметь какой-то бизнес в Украине, иметь да, просто работу, платить налоги в эту страну, жить без света. Ведь это же прямая история со светом. Ему просто, не просто ему смеются в лицо. Смеются в лицо, понимаете? 30 миллионов, ну, как бы, да, еще нормально. 30 где-то заплатил бы. 200, конечно, тяжело, но поскребем по сусекам. Ну, 425 нет. Это же насмешка, Спартак. Насмешка. А еще почему говорят, что это мелкая рыба? Вы смотрите, как это на самом деле это очень интересный, хороший ход. Если это мелкая рыба, то есть помните, да, какой главный вопрос? Тот, который не задали. То что такое крупное? Какие масштабы? Галущенко взяли не потому, что он много украл. Есть люди, которые украли больше. Федоров украл больше, многие украли больше, но они делают работу. Берут тех, кто не готов сотрудничать и кто близок настолько, кто уязвим настолько, что может поступить так, как поступает обычно Зеленский. Продать последнего, продать, сдать своего, отдать и так далее. Галущенко отлично ложится на эту систему. Почему? Потому что Галущенко никогда не демонстрировал статус устойчивой фигуры в системе. Галущенко уязвим. Я скажу так, к Ермаку можно относиться по-разному, но если бы его взяли, то он бы вряд ли заговорил. Ну, то есть вот его бы можно было мурыжить, что-то с ним делать. Ну, он, как бы, скорее всего, он бы не разговаривал. Он было бы тяжело, конечно, но он бы вряд ли заговорил. С Галущенко история это не работает. У Галущенко слишком много вещей, которые можно потерять. Начиная от семьи и заканчивая от возможности уехать. У него какая была идея изначально? Собрать как можно больше возможных денег, финансов. Причем эти деньги, которые выводились, они же выводились частично, делились с остальными участниками. Об этом уже говорили, что каждый раз заносилась определенная сумма, ежемесячно там от 8 миллионов и так далее, то в какой-то период, когда он уже собрался, ну, собственно, спасать свою шкуру, а ему был обещан зеленый коридор, собственно, он сел и потом опять сел. Получается, он дважды сел, только не туда, куда хотел. И
Галущенко очень уязвим. Дело в том, что они просто взяли человека, который заговорит. Вот и все. Потому что есть люди, которые украли больше, это же не вопрос. Но они ничего не скажут, у них нет выходов. Берут небогатых, Александр, берут приближенных и уязвимых. Помимо этого есть инсайдерская информация по поводу ситуации в семействе Галущенко, что у него в семье есть тяжело больной человек, и потому он особенно уязвим. То есть Галущенко находится в такой ситуации, когда ему точно нельзя иметь эти проблемы. И он готов решить эту проблему будет как угодно. Я думаю, это просто слабое звено, и это элемент давления. Мгм. А, Понимаете, тут в этой связи очень специфическим образом выглядят переговоры. Сегодня второй раунд. По первому мы почти ничего не знаем. Вышел Витков, сказал, что хорошо поговорили, сейчас будут докладывать своим руководителям, члены делегации, в общем, все нормально. Издания разные пишут о том, что тупик, о том, что российская сторона пишет, российская пресса, что напряженные были переговоры. Умеров не подает виду, говорит, вот подгруппы, а сейчас там группы. Но тут тоже очень интересный момент. Я об этом тут размышлял вчера там в прямом эфире, в шуме. Ну вот смотрите, Зеленский выходит и говорит, я попросил французов, британцев, в общем, европейских партнеров приехать в Женеву и поучаствовать. Поучаствовать как имеется в виду? Ну, то есть тут идут переговоры, 3 делегации, они договорили, 4 часа плюс было общение. Что там было, понятное дело, все в закрытом режиме, можно только догадываться. Даже вот эти трактовки о том, что напряженные, тяжелые, плохие переговоры, в общем, трудно все. Сейчас уже выписывают прям о том, что Мединский как бы сыграл свою роль, он, в общем-то, это все дело и похоронил, и даже там вообще смысла этих переговоров не было, потому что и роль Мединского, он отыграл ее на все 100, ну, как было задумано российской стороной. Костюков был рядом, это прошлый глава переговорной группы, и, соответственно, эта рокировка и произошла, потому что, чтобы, в общем-то, заступорить эти переговоры, и цель достигнута российской стороной. Но как это сделать? Переговоры же идут. В общем, были выдвинуты какие-то требования новые, на которые Киев априори не пойдет, и это, конечно, сделал Мединский, да, со своим камбэком. Ну, то есть это то, что мы измеряем, это крупицы информации. Мы до путя не знаем. А о чем тогда говорить в подгруппах, если концептуально переговоры завалили? Тоже ведь есть вопросы если критически подходить к разного рода сливам и, в общем, информации оттуда. Однако, Зеленский вызывает европейских, там, британского премьера-советника, британского премьера, и он встречается с Умеровым после этих переговоров перед вторым раундом. О чем это говорит? Это говорит о том, Александр, что уже несмотря на позицию Киева, решение будет принимать не Киев. Это будет приниматься решение без Киева. Мединский вообще необходим был только для одной, вы правильно сказали, он отыграл свою функцию, и вы сказали, были введены какие-то новые требования. Нет, вернулись к старым. В этом дело. Вот тут они не выдвинули ничего нового, они вернулись к старым. Очень удобная позиция. Россияне выбрали интересную позицию. Они на официальном уровне не отказываются от старых, но в нужный момент, когда готовы идти на какие-то договоренности, они не озвучивают все требования. Для чего это делается? Чтобы наша сторона как бы там согласилась. Впоследствии, когда она отказывается, США всегда могут сказать, смотрите, россияне уже это не требуют. Они уже не хотят этого. Они говорят, хорошо, пускай будет так. Но Украина не идет и на это. Они ставят себе галочку так. Ну, эти сумасшедшие, с ними нет, с ними дела не будет. Потом, когда Украина находится в очень уязвимом тяжелом положении, и видно, что она готова идти на коммуникацию, хоть на какую-то. Они говорят, супер, отлично, вот давайте вернемся, как раз рассмотрим то, что мы хотели рассмотреть. И они достают все то, что было обусловлено, вот о чем они уже говорили несколько лет назад. Нового ничего нет, Александр, нового ничего нет. Есть все старое. Но задача это демотивировать Зеленского, чтобы Зеленский пошел на попятную. Но дело в том, что уже отправил группу, то есть он сам туда не поехал, и слава богу, потому что он уже всех раздражает. Но группа-то понимает, вся переговорная группа понимает, к чему это идет. И очень хорошо понимает США.
И США ждет отказа от позиции Украины. И мы знаем, что когда мы слышим отказ от позиции Украины поддерживать переговорный процесс и мир, это дает возможность США оказывать некое давление. Примером тому является, собственно говоря, Галученко. И следующее. То есть, ребята, слушатели, зрители, подписчики, кто думает, что история с НАБУ остановилась, не остановилась. Работа идет, они готовят материалы. Вопрос времени, когда это все будет реализовано. И будет ли реализовано, зависит от того, насколько долго Зеленский будет корчить из себя президента. Почему корчить из себя президента? Тут интересный момент. Мы часто используем такое вот слово, как камарилья в отношении... В принципе, камарилья в случае с Украиной имеет негативную коннотацию. И вот камарилья пытается сохранять маскарад. Что такое маскарад? Они должны играть определенную роль для того, чтобы жертвы не поняли. Чтобы жертвы не поняли, что происходит. Вот они постоянно отыгрывают. Сначала этот вот шлем незламности, или как у него там называют, это вообще отдельная история. Вот эти элементы вбрасываются для того, чтобы отвлечь внимание. Пока сейчас происходят серьезные, реально не просто украинские, а геополитические изменения, большие, масштабные. Вся быдлота, вот именно весь, все плебеи сфокусированы на шлеме. Реально сфокусированы на шлеме. Часть людей, имеющих хотя бы какой-то задаток интеллекта, обращают внимание на другие проблемы, например, там, с русификацией насильственной. То есть они это замечают. Сделать ничего не могут, но они хотя бы держат в уме, что так быть не должно. Мы всегда должны об этом помнить, не забывать. Вот о чем мы должны помнить. Не про людей, которые там поддерживают власть, а про то, что эта власть делает с людьми, которые не поддерживают. Нет никакой демократии. И за счет этих событий смещается фокус внимания. Да, мы поговорим и о шлеме, и о спорте, и о таких разных спортсменах, но, понимаете, это действительно очень важный такой тренд, нарратив. Вот выходит, например, Гордон недавно и толкает вот такую мысль, что ничего не кончится. Мы же правду говорим, мы же не говорим то, что хотят услышать. Мы говорим так, как мы считаем, так, как мы чувствуем, так, как... То есть он говорит, мы правду говорим. То есть вот смотрите, вот очень профессиональный. То есть смотрите, мы чувствуем, мы так считаем, мы не хотим понравиться. Ну давай правду, руби. Мы ощущаем. По моим ощущениям, исходя из огромного количества информации, война рискует не закончиться никогда. То есть я бы это сказал, война навсегда. Ну, война навсегда и никогда не закончится. Понимаете? И вот это как бы, ну это же правда. Мы же никому не хотим понравиться. Мы хотим, честно говорим, не закончится никогда. Почему? Ну, потому что большой есть объем информации. Параллельно с этим включаются разные такие там мовные омбудсмены, разного рода вот эти представители вот этих структур. Что они делают? Да? Они навязывают нам безвыходность. От Алферов із Інституту пам'яті, національної пам'яті України. Тепер вони розуміють, що ніякої УССР номер 2 тут не створиш. І тому у них починається Новоросії, ЛНР, ДНР, Малоросії. Їхня ціль тепер цієї війни – це абсолютно знищення України як такої. Вони не пробачать собі створення якоїсь УССР номер 2. І це треба зрозуміти нам всім. Якщо вони і залишать когось тут, то це будуть їхні раби. І то прийдуть в кожну оселю, воював брат, сват, син. Вони створять те, що вони робили планомірно там в 10-х роках. І то це був міністр, якийсь держслужбовці високого рангу, нас зараз всі будуть зачищати. Це їхня історія закінчиться тим, що намагають знищити тут українців. То есть задача россиян уничтожить украинцев. Уничтожить украинцев, и это не закончится никогда. И ну, всем обществу предлагается с этим жить. Знаете, Александр, я бы хотел разобрать несколько сразу моментов. Так как я такой фанат когнитивистики, науки о познавательных процессах, я бы хотел сделать акцент на нескольких вещах. Во-первых, заявление Гордона. Ну, мы не будем брать его, мы понимаем, что уровень его экспертизы очень слабый. То есть он не является экспертом. Скажу прямо, он как интервьюер, его интервью было смотреть интересно. Он как интервьюер может быть неплох. Люди там раскрываются, часами с ним сидят. Но если ты хороший интервьюер, это не значит, что ты эксперт в политической сфере. То есть это еще даже не значит, внимание, что ты журналист. Это даже важно понимать. Брать интервью и быть журналистом – вещи разные. Сбор информации и так далее – это сложный процесс. Значит, давайте разберем его заявление. Первое.
Мы говорим правду и не хотим никому понравиться. Он подразумевает, что если говорить правду, то это никому не понравится. Вторая предпосылка, которую он утверждает. Мы это ощущаем, мы так чувствуем. И правильно ли мы должны сделать выводы, что субъективные ощущения являются объективной действительностью, мало того, является правдой, которая не понравится. Нет, здесь уже у него не клеится. И третье, вот на что следует обратить внимание в его тезисе. Мы говорим правду, это никому не понравится, мы это все ощущаем, но есть вот такое понимание, исходя из информации, война никогда не закончится. У него нет последовательности мысли. Он звучит как человек либо с очень низким когнитивным потенциалом, либо с уже начинающимися нейродегенеративными расстройствами. То есть у него уже какая-то ранняя деменция начинается или что. У него 3 тезиса между собой, которые не связаны, приводят к совершенно вообще не имеющему к отношению к его основным тезисам выводу. Тезис должен подкреплять вывод. Его вывод, что война никогда не закончится, не соответствует этому. Ну и уровень экспертизы, естественно, он уже очень много чего говорил. Это не, опять-таки, мы не будем заниматься, если то, что он там когда-то говорил, это не значит то, что он сейчас сказал, неправда, но то, как он это говорит, это звучит как неправда. То есть это звучит как безумие. Поэтому опираться на его доводы нет никакого смысла, по крайней мере, часть из его... Давайте так, якась там відьма из Украины больше каких-то логичных пророчеств делает, чем Гордон, и не хотел ни в коем случае оскорбить эту ведьму. Второе, на что следует обратить внимание, институт памяти. Если мы берем Украину как носителя какой-то памяти, то это скорее психоневрологический диспансер, нежели институт памяти, потому что явно память Украины состоит... Знаете, вот есть такой симптом палимпсест алкогольный, когда человек напился алкоголя, а потом он помнит все отрывками. В психиатрии есть такое, тут алкогольный палимпсест. И вот мне Украина сейчас, если мы ее персонифицируем в персонажа, похожа в данный момент, похожа на алкоголика, которого отпинали, забрали телефон, он лежит, и он не может точно вспомнить, где он был, кто он такой, внимание, кто он такой, какая его идея, независимый он или зависимый, работает он или на дотации. Для меня это ассоциация с избитым на полу лежащим алкоголиком, у которого кто-то его пнул, кто-то дернул у него телефон, забрал редкозем. Кто-то поднимает его и говорит: слушай, ты там обещал, что ты набьешь вот этому морду, толкает его на какой-то преступление. То есть для меня институт памяти в данном случае звучит как надругательство над здравым смыслом. Институт памяти какой-то оксюморон в вопросах Украины. Нету никакой памяти. Пытались сформировать, да ее же разрушили. Начиная с 2014 года активно разрушается любая память. То есть это просто, это не это институт памяти, надо открыть институт алкогольного палимпсеста или института проблем памяти. То, что он говорит, что Россия, там русские хотят уничтожить украинцев. Я еще раз напомню, это я напоминаю и россиянам, и украинцам, и белорусам, казахам, всех, кто нас смотрит. Россияне в РФ, я ни разу не слышал заявлений о том, сколько нужно убивать в неделю, в месяц, в год украинцев. Я вообще про смерти людей там ничего не слышал. Я каждый день слышу о том, сколько украинцев хотят убить россиян. Почему? Что это за такая проективная идентификация? Почему украинцы все... Вот смотрите, это интересный момент на самом деле. Украинцы, как нация, не хотят себя отождествлять с русскими, но проецируют все то, что хотят сделать с русскими, на русских, так, как будто бы русские это делают с украинцами. Нонсенс. Они хотят нас убить. Да не было у них ни разу такого заявления. Да, война идет, вопросов нет. Я не говорю о том, что нет войны. Да, жестоко, да, попадают по мирняку. Многие люди умирают, замерзают. Очень жестко, во многом несправедливо, ужасная, страшная война. Но формулируйте предложение тогда правильно. Вы же сами говорите о том, что вы хотите уничтожить русских. Русские хотят уничтожить нас. Вопрос. Если задать, просто проводить опрос у россиян, хотели бы вы, чтобы украинцы как народ перестали существовать? Честно скажу, очень сомневаюсь, что русские будут об этом говорить. Они говорят в основном, что мы братский народ. Да, сейчас у нас конфликты, но мы примиримся. Спросите украинцев на улице. Не здравомыслящих, которые, как правило, молчат, а этих, Героев соцопросов, да. Да, героев соцопросов, я не знал, такого не слышал. Героїв соцопросов. Треба Росію, щоб там всі вони вимерли, щоб і діти, щоб умирали. Это же безумие. Смотрите, это же
это реально, это все поклонение мертвым. Вот они фанатеют по мертвечине. Вот что-то не так в последнее время с Украиной. Она постоянно фанатеет по всему мертвому, беспросветному, беспробудному. И сама действует так, как будто так должно быть. То есть она проецирует свои идеи на других. Они хотят нас убить. Никто, смотрите, ребята, которые нас смотрят, никто никогда в России не заявлял о количестве убитых украинцев. Никто такого не говорил. В Украине я это слышу ежедневно, что русские должны умирать, что дети должны умирать, что старики должны из голода умирать. То есть не вижу я элементов геноцида в сторону Украины в риторике, но идеи со стороны, у нас даже министра, его подставили, мы написали этот текст, что должно умирать, внимание, по 50 тысяч русских, скажи военных. Скажи военных, там уже не только русские, по мнению некоторых журналистов, там воюют не только русские, там кто угодно есть. Но, скажи, нет, они говорят русские. Потому, если мы смотрим на заявление, то с такой позиции очень сложно сказать, кто какой геноцид вообще провоцирует. Но самый явный геноцид провоцируется не со стороны россиян в сторону Украины, со стороны украинцев по отношению к украинцам. Интересен такой аспект, что это все приправляется зарядом победы. Вот смотрите, проблемы с энергетикой, да? Так, елки, так сейчас весна придет. Сейчас весной полегче станет. Сейчас солнечные батареи заработают на полную мощность. Сейчас вот нормально там ветряки будем ставить на 1 миллиард евро в Полтавской области. Все как-то так немножко... Там землетрясение за землетрясением. Непонятно, что там внутри происходит. Разрывы эти газовые, да, то ли это технологическая история, то ли природа уже сбрасывает, собственно, со своей поверхности Земли вот это все, да. То ли, собственно, там какое-то испытание чего-то проводят, то ли подвалы, то ли бункеры. В общем, никто не понимает. Да? Там землетрясения участились точно так же. Но мы побеждаем. Мы побеждаем холод, мы побеждаем все. Смотрите, все нормально. Весна нам поможет. А Зеленский неоднократно повторил, и вчера тоже в обращении повторяет, что Россия использует непогоду. То есть тут бы непогода, всем бы остановиться, а Россия продолжает бомбить, значит, она использует природу. Выходит при ООН наш известный фразой «ливерная колбаса» Мельник. Найкраще вітання з Нью-Йорку, зі штаб-квартири ООН. Маємо на кінець чудові новини, і я не можу ними з вами сьогодні не поділитися. Наконец-то у нас новости хорошие. И я не могу со штаб-квартиры ООН ими не поделиться. И светится такой. И смотрите, как нова копейка, есть такое выражение. Как вот прям новая копейка, прям сияет. З перших днів цього року, відколи Росія почала масово нищити об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні, головним завданням так само і нашої дипломатичної місії тут при ООН була мобілізація всіх можливих ресурсів ООН для того, щоб відновити якнайшвидше нашу енергетику і повернути тепло і світло в оселі українців. Слушайте, он прям это говорит, я прям сейчас с замиранием сердца, сейчас что там, какой-то, не знаю, кабель перебросят со штаб-квартиры ООН, высокомощный ноу-хау какой-то, или, знаете, сейчас есть еще вот эти исследования, что энергию передают на расстояние. Это уже как бы, понятно, это описано там Никола Тесла и так далее, это сейчас современный вид имеет, и там первые прям калории вот эти, да, они прям передаются. Думаю, сейчас вот что-то такое будет, Я мав зустрічі із адміністратором програми ООН Олександром Декро, його командою, передав особисто списки всього обладнання, яке так необхідно сьогодні. Порушував ці питання так само на засіданні виконавчої ради про ООН буквально кілька тижнів тому. І ось сьогодні на кінець отримав офіційну відповідь від керівництва про ООН про те, що було прийнято рішення мобілізувати прямо зараз додатково $230 мільйонів США для того, щоб закупити необхідне обладнання когенерації для Києва, Запоріжжя, Одеси, Миколаєва, Луцька та багатьох інших українських міст. Це дійсно чудова новина. Ми вдячні не лише керівництву про ООН, але так само державам-донорам, які підтримують ці проекти. Це насамперед Норвегія, Данія, Швеція, Японія, Ісландія, Європейська комісія. Ми дуже вдячні за те, що ООН дійсно може показати, на що вона здатна в цих критичних умовах. Ще раз дякуємо за цю допомогу і сподіваємося, що дуже швидко тепло і вода і світло повернуться до домівки українців. Конечно, вернутся. 230 миллионов наколядовали. Представляете? Он радуется этому. 100 отмыл только Галущенко.
А тут 230 прилипло. Откуда? От ООН. И мы будем закупать это все. Слушайте, ну победа. Прямо у всех целый день должно быть хорошее настроение. Кстати, вот на самом деле эта победа такая локальная, она присутствует. Просто проблема заключается в том, что она не меняет ситуацию. Совершенно никак. Знаете, это как у, у человека, который болеет раком с метастазами. Ну, это я так иносказательно описываю нашу власть и коррумпированные сети. Вот болеет абсолютно хороший человек с неплохой в целом-то генетикой и неплохим ранее образом жизни, заболел тяжелым раком с большим количеством метастаз. И то, что сейчас мы слышим, это то, что наконец-то удалось почистить от кариеса зубы. Один, который не решает проблему метастаз, не решает проблему раковой опухоли, и власть, в данный момент власть и все, что сейчас в государстве происходит, это просто терминальная стадия. То есть это паллиативное лечение. И знаете, мы как-то недавно общались с моим коллегой по поводу того, возможно ли как-то решить эту ситуацию. И я сказал, что нет, все, что нам остается, это наблюдать, как медленно угасает этот больной. Значит ли это, что больше ничего нового на этом месте не будет? Нет, будет что-то новое. Возможно, впоследствии мы примиримся с Россией, возможно, будет какой-то другой формат взаимоотношений. Но этот человек, это будет уже не он, это будет совершенно другой человек, потому что эти метастазы настолько глубоко, они сами не понимают, насколько сильно они уничтожают этого человека. И локальные победы, такие как, не знаю, постричь ногти, сделать новый маникюр, почистить зубы, вылечить один зуб от кариеса, они не решают ничего. Они, кстати, даже не дают никакой радости никому. Понимаете, в чем дело? Люди не способны этому порадоваться. До сих пор нету, по много дней нету электроэнергии в домах. Проблемы. Люди в современном мире, 21 век, 2026 год, не могут смыть воду в унитазе. То есть локальные проблемы, эти миллионы не решают эту ситуацию. Тем более это всего-навсего половина от того, что украл один человек. Давайте так. От того, что смогли найти из украденного у одного человека. Это так мало. Это очень мало. Это 5% от того, 5% от всей этой суммы хотят, чтобы Галущенко вышел на свободу, то есть под залог. Это вы все переводите в проценты. Смотрите, это ни о чем. Почему они делают эти локальные победы? На самом деле, Александр, я вам скажу честно, они их делают не для того, чтобы обмануть народ. Народ уже и так, он прогнут максимально. Они сидят, их там топчут, и хоть бы кто голову поднял. Терпят. А тот, кто поднимает голову, стучится СБУ, как говорится, приезжает полиция и так далее. Эти локальные победы делаются для того, чтобы самим ощущать значимость того, что вы делаете. Потому что люди, которые там находятся, люди, которые там работают, они теряют здравый смысл, они теряют связь с реальностью, им необходимо ее как-то поддерживать. Вы в одном из выпусков с Алексеем обсуждали момент психического здоровья, оценку психического здоровья происходящих событий на фоне того, что происходит сейчас у некоторых людей. И там была сказана такая вами фраза, что создается ощущение, что психическое здоровье, не только оно плохое, оно теряет смысл, теряется в оценке того, что здорово, а что нет. И вот я реально наблюдаю, что для того, чтобы сохранить остатки реальности, они вынуждены что-то придумывать. Есть такая книжка, Гоголь написал, прекрасная книжка «Записки сумасшедшего». И там персонаж главный, он, помимо того, что там он с собаками общался и все остальное, это понятно, это очень хорошая отсылка на современность, которая у нас есть. В какой-то момент он понял, что он никто, он ничтожество. В нем не заинтересована женщина, которую он любит, потому что у него был бред любви. Он думал, что он там в отношениях с одной женщиной, которая о нем даже особо и не думает. Для того, чтобы сохранить всю эту конструкцию, он поверил, что он король Испании. И мы сегодня слышим, как король Испании достал 200 миллионов. 200 миллионов на что? Да, понимаете, тут такое еще, вот по поводу этих побед. Это ведь как работает там на высоком уровне, там на верхних этажах, да, тех людей, которые считают себя элитой. Так и на этажах пониже.
Ну вот тоже, да, парламент. Обгадились на прошлой неделе. Возвращаются только 24 февраля к работе. То, что они заявляют, они там Корниенко, выборы, там, говорит, 60 дней нам нужно для того, чтобы перемирие. Какие-то отдельные депутаты что-то комментируют, там выходят, тоже дают какую-то адженду победы. Но есть такой рабочий крестьянский подход. Вот как, например, у Тищенко. В Киев уже засыпает снегом, гололед, ужас и кошмар. Не справляются ни с чем. Ни со снегом, ни с гололедицей, ни с ветром. В общем, ну вот такое ощущение, что все как бы осыпается. И это правда. Да, вот выходит Тищенко, у него своя победа. Да, сегодня накидает нормально. Взял... Слава Украине. Героям слава. Мы победим даже снег. Слава Украине, героям слава, понимаете? То есть взял лопату в руки. Я сразу вспомнил, как Зеленский, помните, в предвыборной кампании они брали лопаты и давай там это все расчищать. И тогда это казалось, вот, ничего себе, молодцы какие. А сейчас как это выглядит? Аж дрожь пробрала. Знаете, вот так вот сказал, мы победим. Молча, как настоящий, он, знаете, не выделал ничего. Как мужчина. Просто взял и 3 раза лопатой кинул с ним. Но это... Знаете, порой я иногда думаю, вот как бы придать этому какое-то серьезное значение, как-то прокомментировать, знаете, продиагностировать, проанализировать. А иногда смотришь и думаешь, боже, дурачки какие-то. Вот прям и эти люди имеют власть над нами. Это же нонсенс. У меня был диалог, как-то мы общались с Лисовским, вы его знаете. Это довольно талантливый молодой человек. Вот. У нас с ним иногда эфиры. И я с ним обсуждал, и вот он говорит, слушай, вот, ну это же не может быть человек тупой, он же там и известный, и денег у него много. И говорю, Юра, нет, ты не понимаешь, очень часто известные, богатые люди очень тупые. Проходит неделя, Юра мне говорит, слушай, ты, оказывается, был прав. И вот эта вот фраза, что я тупой настолько, что могу быть депутатом, она, ну, как бы, это не шутка, это реально так. Невыгодно ставить умных людей. Не приведи Господь, что не того скажет или не захочет сотрудничать, а нужны сговорчивые дурачки. Тищенко во многих вопросах он силен, он умеет там прогибать, продавливать, он умеет использовать аппарат власти для того, чтобы зарабатывать деньги. Он бизнесмен. Даже так, он темщик. Он не управленец, он темщик. И проблема заключается в том, что страна у нас состоит, это сплошной большой офис, где сидят основная вот группа людей, это темщики, которые кидают украинцев на деньги. А при этом после этого, как это принято в офисе, донатят на ЗСУ. То есть, ну, я не знаю, знаете, как работают эти офисы или нет. Там, допустим, есть офисы, они звонят, обманывают людей, люди сбрасывают им деньги, а потом они там, 3-я окрема штурмова, мы помогли, и там грамоту какую-то 3-я окрема штурмова дают какому-то офису, кидал, там потом еще что-то. То есть это выглядит точно так же. Государственные управленцы, государственные деятели кидают все государство на деньги, на электроэнергию, на жизни людей. А потом показывают, как они собирают 200 миллионов грошей. На самом деле в масштабах это капля в море. Настолько неощутимо, что можете их, честно говоря, украсть, ничего не поменяется. Как бы вот так. Но капля в море. И потом вот эти грамоты, медали каким-то дегенератам, которые не то, что там они, дай бог, какое-то 69-е место бы получили на Олимпиаде. Что когда говорят, знаете, боже, как же я забыл его, Яроскевич. Зачем я запомнил эту фамилию, надо забыть. Значит, говорят, что он отказался права бороться на Олимпиаде. Бороться – это когда у тебя есть шансы. Тебя там насилуют, ну, тебя бьют, унижают. Это было изнасилование. Ты единственное, что смог сделать, вы видели лицо? Это ж, кстати, кто не знает, Яроскевич обязательно, хотя, думаю, вы уже с Александром посмотрели, пожалуйста, обратите внимание, это лицо, вспомните, когда вы учились в садике и в школе, это лицо стукача, который всегда доносил. А он делает, а він робить. Вот посмотрите на его лицо. Вот это ровно такое вот лицо, вечно недовольное, и вот всегда ему не везет, всегда ему каша манная с комочками попадается, и то он говорит, а у него вкуснейшее, у него масла больше. Вот это типичный стукачок. Так вы же понимаете, тут лицо же как, Украины. вот если вы так вот переводите, допустим, ну,
не все, понятно, есть там разные ситуации, например. Ну, я был в детском саду, да, там многие вот прошли через это, была система дошкольного образования, там, да, в общем. Потому что, почему? Потому что работали люди, работали на предприятиях, на заводах, в учреждениях, они работали. Им нужно было оставлять детей. И поэтому, собственно, многие в детском саду-то и были, понимаете. Сейчас это уже немножко переформатировалось, и мест нету в этих детских садах, и кто-то в частных, кто-то там с бабушками, с дедушками. Ну, так было всегда, не суть. Это тоже как бы по детскому саду, это тоже по вот этому самому первому коллективу, пример которого вы приводите, это тоже показывает нам дух времени, очевидно. Но вот всегда вот это, там же какая обстановка, всегда все заканчивалось плохо для этого стукача. Ну, в оконцовке. Ну, то есть всегда там обязательно приходили там родители, и как бы папа мог всыпать ремня. Ну, условно, да, там понятно, что всегда его же отчитывали. Но тут интересно другое. Смотрите, у него, как бы у него-то наоборот все хорошо, у Гераскевича. Ну вот, смотрите, вот он приехал домой, выходит в соцсетях, пишет, что несмотря на все трудности, отсутствие света, дома лучше всего. Каждую неделю все больше российских атлетов возвращаются на международные арены, тогда как украинцы продолжают страдать от гуманитарной катастрофы, которая, ну, в общем, которые привели российские обстрелы. Когда МОК подыгрывает российской пропаганде, он фактически становится соучастником этих позиций. Поддерживайте Украину в ее стремлении жить. Ну и понятное дело, тут коротенький видос, смотреть мы его не будем. То же самое выражение лица, да, и вот рядышком Это шлем. почти не меняется. Но понятно, он батон крошит на МОК, да, о том, что МОК это подыгрывает российской пропаганде. Вчера стало известно, кулуарно это известно было еще и раньше, что отдельно, не всем, но большинству спортсменов на Олимпиаде, параолимпийцев, это важно, вернули флаги россиянам и белорусам, которые забрали с 2014 года. Они как бы там нейтральный флаг у них был, они выступали. Но вот параолимпийцы сейчас выступят под флагом российским и белорусским. Это безусловное поражение. И вот этот вот выпад Гераскевича, ну, собственно, ничего, абсолютно ничего не дал. Но дал Гераскевичу деньги. Я думал, я там поперхнусь чем-нибудь, когда увидел, как тиражировано за деньги на каналах-миллионниках публикуют цитату Ахметова. Он, значит, Ахметов дает Гераскевичу 10 миллионов гривен, 200 тысяч евро, типа это эквивалент призовых за золотую медаль. И говорит, что уважение и гордость, которые он заслужил своим поступком среди украинцев, высшая награда. И, в общем, хочу, чтобы было достаточно энергии, ресурсов для продолжения спортивной карьеры, борьбы за правду, свободу, сохранения памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину, отмечает Ахметов. И, в общем-то, нам говорит о том, что надо поддерживать Гераскевича. Шлемы везде на аватарках, вот эти все карточки Монобанка, которые ты можешь с этим шлемом. То есть и Ахметов тут как тут 10 миллионов отстегнул. У него все хорошо. Мы не слышали. Это вот, знаете, это как Тихановский и борьба с лукашизмом. Ну вот честное слово. То есть вы мне скинули донат, но вы там скинули мало. Я не смог ударить по лукашизму. Лукашизм. Ну вот серьезно, это прямая параллель. Только этот Тихановский, Гераскевич, ему скинули много, но он ничего не говорит, а что он будет предпринимать, как он будет бороться, или будет тренироваться усиленно, чтобы медаль получить, или, ну, что, почему ему надо давать деньги, я вообще не понял. Абсолютно. В той стране, где, по данным ЮНИСЕФ, более трети украинских детей до сих пор остаются перемещенными лицами. Причем интересно, что сообщают, что более 2,5 миллионов детей зарегистрированы как переселенцы. Более там, почти 800 тысяч в Украине и около 2 миллионов в других странах. Многие были перемещены по нескольку раз. И недавнее исследование показало, что каждый третий перемещенный подросток в возрасте от 15 до 19 2 переезда, по крайней мере, пережил по соображениям безопасности.
И за вот эти годы войны, там, 3200 детей убиты, ранены, в 2025 году количество пострадавших выросло на 10%. И в дополнение к физической угрозе, смерти, большое давление, понятно, психическое здоровье детей, постоянный страх обстрелов, пребывание в подземных укрытиях. Короче, ЮНИСЕФ опубликует важный материал, где такие, как Ахметов, могли бы на это немножко пожертвовать денег, Спартак. Но он дает эти деньги Гераскевичу. Ну, мои подписчики, конечно, шутят по-другому. Вот мне прислали. Он говорит, уверен, что история со шлемом на Олимпиаде придумана для того, чтобы хейтеры больше не гуглили Зеленского в шлеме в Лондоне. Чтобы доказать, конечно, это невозможно. Но это, понятно, сарказм. Но горько все равно. Горько от того, что сделали с этим шлемом. Как вы вот наблюдаете за развитием этой истории? Это похоже на историю с массовым психозом. И я вам объясню, почему я сейчас это все веду. Значит, это похоже на историю с массовым психозом, где валидизируется абсурд. Есть такое когнитивное искажение, называется иллюзия истины. Чем более узнаваемый образ, тем больше утверждение ассоциируется с безопасностью и правдой, связанной с этим. Повторение какой-нибудь лжи, обмана становится более правдоподобным. Истина похожа на ощущение знакомого. То есть, смотрите, истина у нас всегда ассоциируется с чем-то знакомым. Если мы много раз это слышали и знали, значит это так. И для чего тратятся деньги на одного Гераскевича, а не на тысячи переселенцев? Потому что мы бьем в одну точку, и массовому потребителю легче продать не общую какую-то диффузную помощь, а акцент помощи одному, я не могу это назвать героем, я не знаю, одному Зачем человеку. ему помощь? Объясню. Смотрите, тут же какая интересная штука. Ну, во-первых, давайте скинемся Спартаку Субботе. Он себе кабинет какой-то откроет, или клинику построит, или там еще что-то. Ну, это же одному конкретному Александр, человеку. Нет, смотрите, я еще не приведи Господь людям помогать начну. А он, понимаете, там же какая история. Суть заключается в том, что доведение такой ситуации до абсурда формирует вот эту иллюзию истины в контексте действующей власти. Абсурдные действия должны стать истиной, потому что истина знакома и безопасна. Сейчас это звучит странно, но давайте посмотрим на тенденции. Тут уже тенденциозность прослеживается. Все донаты, деятельности, поддержки и все остальное направлены на тех, кому она не нужна. Кому она не нужна. И это приводит к нравственной импотенции. У людей не возникает вопросов. Смотрите, у вас возник вопрос, почему задонатили ему. У меня возникает какой-то вопрос, задонатили ему там это. Как он будет вообще, кстати, налог оттуда платить? Будет ли он платить налог? Потратит ли он на помощь, там, то, что там собирали родителям, близким погибших? Не потратит. Он никак это не комментирует. Он выглядит как типичный украинский жлоб, которому ссали в портфель в школе и унижали, потому что он на всех стучал. Он всегда был абсолютно одинок, его ни с кем, его никто никуда не брал. Вот он выглядит так, как будто его никуда не берут. Он, знаете, а можно с вами? Нет, не беру. И тогда я расскажу всем. И он побежал рассказывать. И всем все равно, потому что он незначим, он нулевой. Смотрите, дать деньги идиоту, Александр, сильно безопаснее, чем вложить эти деньги в что-то полезное. Я рад, что дали деньги ему, потому что если бы реально не приведи спой дали кому-то бы полезному, кто-то бы что-то хорошее сделал. Как говорится, перестань думать, а то не додумаешься еще до чего-то хорошего. Он не сделает ничего полезного. Он станет впоследствии козлом отпущения. Он этого не понимает. С него со временем спросят. Спросят люди, народ. То есть, понятное дело, не власть сейчас ничего спрашивать не будут. Но это приводит к тому, что сознание украинцев притупляется. Уже, смотрите, на самом-то деле немногих людей возмутила эта история. Но это же возмутило только людей, которые понимают, что есть реально проблемы поважнее. Жизнь Гераскевича, он ничтожество, он никогда не был никаким лидером, никем. Это просто ноль. Он никогда не был суперспортсменом. Он из себя ничего не представляет. Он обиженный, в школе униженный, и, наверное, еще и в садике, судя по его лицу, в институте, он обиженный, униженный и никому не нужный человек. Маленький человек. Он ничего не решает. У него появилась возможность стать кем-то. И если его спросить, кто ты, он даже не сможет это идентифицировать. Шлем. У него... слово он знает, это отлично, хорошо. Я шлем, да. Знаете, как этот... я есть Грут.
ну, типа в фильме. Вот это точно, он просто повторяет бошлемные зламности или еще что-то там. У него нет самоидентификации. Вложить деньги в такого идиота – это просто, по сути, отмыть их. Это просто их отмыть. Мы даже, кстати, не знаем, всю ли сумму он получит. Может, тут часть будет переведена куда-то, куда надо. Дадут ли ему все деньги получить и так далее. Это просто болванчик. Знаете, как кукла, которую надели, вот это ее используют. И пока весь мир как бы... Есть такая фраза, в фильме одном была сказана, ее, наверное, никто не заметил, потому что фильм несерьезный. А фраза звучит так. Пока палец указывает на небо, дурак смотрит на палец. Страна дураков. Но спортсмены спортсменам рознь. Давайте с вами разберем историю, так, под занавес нашего эфира, с другим, казалось бы. Ну, смотрите, Гераскевич, он все-таки, ну, там, он выступает один, да? А есть же командные виды спорта. Вот есть, при всем уважении к любителям, болельщикам, там, например, футбольного клуба «Колос», да, или там футбольного клуба «Минай» в то время, там, когда 3 года назад Денис Колесник, футболист, играл за эту команду. Ну давайте так, ну, знать прям поименно игроков, там, ну, хорошо, «Шахтера», «Динамо», это как бы хороший тон, да, это знает много. Но знать поименно игроков «Колоса», игроков там Миная, игроков каких-то других клубов, просто, ну вот, да и клуб такой, что есть, тоже знать, понимаете, это тоже для большинства людей, но это такой специфический бренд, это очень любители именно футбола, да, вот примерно понимают, чем там «Колос» отличается от, ну, какого-то другого клуба, да, там «Металлиста» или «Днепра» там какого-то, или «Днепра» под номером, там, или еще каких-то моментов. Угу. И вот он один, да, попадает в ситуацию с ТЦК. Вот это видео разлетелось сначала урезанным фрагментом, потом полностью. Почему? Потому что он выставляет у себя, футболист, нападающий, выставляет у себя это в соцсетях. Причем это преподносится, что типа, о, смотрите, хвастается. Но на самом-то деле, наверное, не хвастовство. В общем, конфликт с полицейским и ТЦКшниками. Ебаный, потому что человека положили в пол, а ты встал, спрятался, засал даже выйти с машины. Ты мусор, понял? Ты засал даже выйти. Значит, это, как бы начинается это все. Это нарезка сторис, да, чтобы было понятно у него. То есть это конфликт с полицейским. Полицейский там решил что-то ему сказать, но подскользнулся и ничего не сказал. В общем, говорит, иди сбоку. Понял? Ты засал. Так сейчас покажешь, что ты его ловишь. Что? Ты что, сука? Убрал руки, я говорю. Я говорю, у него 3 детей, а у тебя сколько? У меня 2, да. Так, пусть покажешь. Ебать. Понятно, эмоции, бусы, реакция, вот это действительно его страница, ну, это восстановили вот эти сторисы, которые там видео он удалил, это он футболист, тут все понятно, то есть все очень максимально верифицировано. Выходит официально с заявлением футбольный клуб и осуждает все там проявления насилия, но, значит, особенно, когда это направлено на украинских военных, то есть военные. Ситуация понятна. У него соседа крутят, вяжут. Он вступился за своего соседа по вот этому небольшая жилищная застройка, там такие домики, вот это и вот соседа, в общем. И он выскочил, там девушка снимала отдельно, где-то он снимал. И, в общем, как бы щелкнул по лицу вот этого ТЦКшника и кричит, у него 3 детей. А тут говорит, у меня 2. Да? Ну, в общем, это все разлетелось и нашумело. Сегодня, это сегодняшняя уже информация, полиция открывает уголовное дело. Значит, статья 350, угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений, уничтожение имущества в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. То есть это прям серьезная история. Это прям уголовка светит ему. К слову, чтобы закончить эту историю, да, там многие в соцсетях очень возмущались и вчера, и сегодня продолжается этот момент. Кто-то прикалывается, а он просто подскользнулся, махнул рукой. Ну, как это, да? ТЦКшник сам ударился об его кулак, тем более там скользко же, не чистят, видите, не посыпают. Но вышли другие футболисты, причем, внимание, за которым шлейф скандальности,
клубной жизни, которая был период, они были на пике, игроки «Динамо Киев», да, ну, других клубов тоже, Милевский и Алиев. Вот Алиев что говорит. Всем добрый вечер. Только что увидел ту ситуацию, которая произошла сегодня у футболиста Колоса 2 Дани Колесника. Даня, я тебя поддерживаю полностью. Ты поступил правильно. Ты заступился в первую очередь за человека, у которого 3 детей, а эти ТЦКшники, даже не разбираясь, хватают людей и засовывают их в бусики. Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя еще выгоняют с команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты был в Тростенце, Сумской области, и как ты вывозил людей оттуда, ты полный красавец. И хочу сказать одно, Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы. Ну, Засуха имеется в виду, это президент клуба, хозяин, да, клуба, Да. тоже там бизнесмен, это вот, чтобы понятно было тем, кто не в теме, президент клуба и руководитель самого клуба. Ну и Милевский, в принципе, тексты похожи. Ну вечер, все, блядь, шо, Колесин, блядь, честно говоря, красава. Вообще вопросов никаких нет. То, что ты вступился за своего соседа, это по-мужски, это по-людски, у которого 3 детей. Который был в оккупации, который помогал, знаешь, вывозить людей, помогал с хлебом. Которого я знаю на Банникова, который ты настоящий и обычный пацан. А руководству Колоса, Засухи, да, я хочу пожелать разобраться, блядь, в ситуации до конца. И не делать таких никчемных просто выводов, ладно? Просто разберитесь в ситуации. Даня, красава, честно. От души. Слава Украине, братан. Ну и понятно, слава Украины говорит и Алиев, и Милевский, но, видите, говорят по-русски, говорят вообще не политкорректно. Сами такие, у них тоже скандальный шлейф за ними, но они вышли и нашли в себе мужество заступиться публично, как публичные деятели из профессии. Ну а понятно, центральный сигнал. В общем, Колесника все осудили, еще и как бы будут срок ему пытаться дело шить и паять. Вот такое общество у нас, понимаете? И тут же тут накладывается как бы деланный авторитет на авторитет заслуженный. Как бы к кому ни относи, они могут быть дураками полностью, но эти футболисты, например, Алиев, Милевский, да и сам Колесник, они отбегали свое, они отмотали за их плечами большой труд и спортивная слава. У этого Колесника, как вот говорят, у него тоже как бы за плечами, и он помогал хлебом, вывозил людей, то есть то, что делали в начале войны вот в Сумской области, поэтому сказать, что он там не патриот и агент Кремля, нет, но Колос его выгнал. Если разобрать эту ситуацию, что дальше? Понимаете, Александр, в этой ситуации мы можем наблюдать тенденцию такого гневного общества, которое гневается не потому, что реально возмущено, а потому, что гневается на всякий случай. Мы осуждаем, не поддерживаем вот это, то. Я вас уверяю, абсолютно каждый, кто находится в этом клубе, про себя думает, блин, красавчик, вот молодец. Вот я бы хотел, чтобы у меня был такой друг, такой сосед, чтобы за меня заступились. Каждый так думает, но публично вынужден делать это. То тупое канцелящее общество вынуждает, вот знаете, имитировать интерес в вопросах соблюдения норм. Имитировать интерес. Никому это не интересно. Они написали этот пост, никому не нужный. Извините, я там був професійно опрацьований. Вот это вот все, это убогая, слабая, уязвимая позиция трусов и предателей. Мы с вами в одном из выпусков говорили, что украинцы – это нация, которая привыкла обманывать, предавать. Это естественный способ выживания, потому что борьба за собственное мнение, за собственную позицию, она наказывается. То есть украинцы не способны выдерживать такое давление. И им значительно легче бороться против внешнего врага, нежели против внутреннего, который является причиной конфликта с внешним врагом. По ситуации с вот этим молодым человеком от себя скажу, что вызвало какое-то у меня положительное ощущение. Я не могу сказать про мысли, но вот вызвало положительное ощущение то, что есть люди, которые заступаются, и может ничего положительного за это нет. Сейчас его уже задержали, ему грозит до 5 лет. В принципе, я не считаю, что нужно давать такой срок за порчу государственного имущества, потому мне кажется, как бы несправедливо.
Ну, справедливости в этом мире нет, то понятно, мы должны ориентироваться на факты. И в худшем случае это причинение вреда государственному имуществу, не человеку. ТЦК это далеко от людей, учитывая нравственные, моральные и вообще какие-либо другие законы. А с точки зрения социальной динамики, давайте посмотрим на это вот с точки зрения именно когнитивистики. Это эффект, который называется эффект Пигмалиона. Человек, который создает что-либо, он сам начинает в это верить и любить настолько сильно, что неосознанно подделывает суть эксперимента. Ну, то есть приводит к тому, что он хочет. И мы настолько сильно, как нация, заигрались в борьбу за фронт, настолько сильно заигрались в борьбу за навязанные типа человеческие ценности, что мы начали неосознанно, к этому все как бы привело, неосознанно делать так, что ценности потеряли. Начали действовать не в соответствии с реальными ценностями, начали действовать в соответствии с теми, которые нам навязали. А потом срабатывает тоже такой эффект невозвратных издержек. Чем больше мы вкладываем ресурсов в какое-либо событие, предмет, объект, идею, тем больше мы хотим получить оттуда дивиденд. К моему большому сожалению, единственные дивиденды, единственное, что пожнет наш народ, это либо вымирание народа полное, либо очень длинную реконструкцию и восстановление его в будущем. Очень жаль наблюдать за тем, что происходит с людьми, которые незаслуженно переживают эти трудности и даже не способны осознать их истинную причину. Ну, конечно, 5 это круто. Ну, это прям круто. Но это тоже показательная история для власти, да, для государства. Они должны его посадить в тюрьму, прям посадить. Потому что это разлетелось, потому что это вот так. Тем более, что нарративы же какие. Мы на самом деле, ну, это такой, знаете, украинцев превращают в определенное стадо и дают вот этот культ мертвых, да, культ. Вчера показывал, я тоже делился информацией, ну, или как бы мнением. Есть такой банкир Андрей Анистрат. Он известный товарищ. В принципе, он способен на адекватные мысли, но он пошел воевать вместе с сыном от первого брака, с старшим своим сыном, и сына убили. И у него тяжелейшая трагедия. Он говорит, не представляю, что война закончится и так далее. И вот он рассуждает о женщинах. Да? А как вообще, вот женщинам жалко? Вони от винуждені з ухилянтами жити. Ну, жінкам набагато важче. Тобто ви опинилися перед такою проблемою. Чоловіків стало справжніх набагато менше. Ну, хтось втік, хтось ухилянт. І от я не знаю, якби я був жінкою, як би я зміг там жити з ухилянтом. Просто не вкладається мені в голову, да? А це ж для багатьох жінок це там суттєва історія. Хто буде батьком твоїх дітей? Кто будет отцом твоих детей? Это же очень тяжелая история. Как вообще можно жить с уклонистом? И, понимаете, и просто люди, которые знают, например, его историю, да, ну, это трагическая, конечно, история, это серьезную боль он пережил, и он имеет право на любую, патологию, да, психическую. Он имеет право, потому что ты смотришь, ну, понятно, да, у него такая вот, он поверил, пошел, и сына потерял на этой войне, причем в бою, то есть он боевой, он не какой-то там был, как все там для виду, надел форму, ну, вот так, да, поэтому он так говорит, и ты просто проходишь мимо этих слов, но в этих словах, адресованных конкретным массам, которые превращают в стадо, заложен патологический смысл. Вот смотрите, футболиста задержали, да, но не задержат, например, ТЦКшника, который напал на харьковчанку. Значит, На ситуация женщину, следующая. да. Можете, пожалуйста, если кто-то Подумал. распространить. Я только что иду по улице Культуры. Выезжают ТЦКшники, начинают бежать на человека, его задерживать. 10 человек на одного. То есть у нее даже голос дрожит. Я, понятно, там даю в ускорке, потому что это очень длинно, ну, как будет. Но у нее даже голос дрожит, потому что она проигрывает, вспоминает эту ситуацию. Я кричу, что вы творите. Ну, начинаю это все снимать. Просто подбегает ко мне молодой тип, начинает меня бить по груди очень сильно. Там есть камера. Я понимаю, что полиция ничего не сделает. Вырывает у меня телефон и говорит мне следующие слова. Я тебе сейчас пи***ю, мразь. Вот. И я тебе просто лицо, если ты не спрячешь телефон. Еще раз я говорю, отдай мне телефон. Он меня еще раз, блядь, бьет по грудине.
девочку, блядь, сука, вечером, мрази ебаные, сука, я тебя найду, мразь. Я твои номера запомнила, сука. Ну и по поводу номеров, многие обратили внимание на специфический номер в ситуации с футболистом Колесником полицейской машины. Ну вот она переписала вот этот номер. Там был номер 14, да, и 88, год моего рождения. Вот это, например, видео, это попало на камеру наблюдения. Ну, тут плохо видно, но понятно, она вот идет снимать, и вот эта вот потасовка во время этого. Это все очень быстро, конечно, произошло, эти два удара. Ну, а толку? Она снимала и сама, ну, ясное дело. Полиции плевать. Полиция будет сажать того, кто вступается. Полиции плевать на того, кто вступается. На эту женщину, которую 2 раза ударили в грудину. Интересно, как бы она ответила на вопрос Анистрата, как вообще можно жить с уклонистом? Счастливо, потому что, скорее всего, он будет воспитывать твоих детей, не имея никаких психических расстройств, никаких претензий и никаких проблем с реальным законом. Это первое. Второе, он будет жив. Это что тоже очень важно. Цел и здоров. Для ребенка не важны моральные убеждения по поводу защиты государства. Когда ваш отец отсутствует, либо имеет серьезные психические расстройства, либо травмы, либо еще что-то, это в значительной большей в негативной форме влияет на воспитание ребенка, это сильнее травмирует ребенка, нежели, скажем так, если вот он такой, нежели он просто живет свою жизнь и вот рассказывает там, вот, а вы знали, что он уклонист. Вот я себе представляю ситуацию, если бы выяснилось, что мой отец уклонист или кого-то когда-то там обманул. Да какая мне разница? Мне важно, как отец будет ко мне относиться, чтобы он был ментально устойчив, психически здоров, чтобы у него не было никаких проблем, чтобы он мог нормально передвигаться на своих ногах, чтобы он был жив, чтобы он просто присутствовал, чтобы он не создавал мне сверхожидания. Вот этот вот Анистрат, он создает сверхожидания, получается, абсолютно новым поколением, к которому он отношения никакого не имеет. Его история связана с тем, что он пытается оправдать свои утраты, свои потери. Он потерял сына. Досадно, на самом деле, сочувствую, нельзя, тут как бы ничего не скажешь. Потерял близкого человека. Вопрос заключается в том, ты желаешь того же всем людям? Если да, то грош тебе цена, ты ничтожество. Если ты желаешь никогда не столкнуться с таким же насилием для других людей, это что-то говорит о твоей человечности. Знаете, Александр, я хочу так вот в завершение сказать одну очень важную вещь. Вы, если зрители отмотают буквально на 15 минут назад, на 10 минут назад, вы сказали, украинцев превращают в определенное стадо. Нет, Александр, хуже. Они превращают в неопределенное стадо. В неопределенное, у которой нет идентификации. Есть просто хаотичные реакции на заявления средств массовой информации, на заявления формальных и неформальных лидеров, которые по сути своей просто являются деструктивными элементами. Эти люди не будут нести ответственность за ошибки, которые вы допустили в реализации их решений. Еще раз, когда вам говорят, что кто захочет быть сухилянтом, да большинство женщин сейчас хочет быть сухилянтом. Не хотят они быть с военными. Слишком много проблем. Слишком много проблем. Не вернется. Скорее всего, никогда, потому что мы знаем, что это пророк Гордон сказал, что война никогда не закончится. Вернется с психическими заболеваниями, с ПТСР, с травмами, с несправедливостью столкнется. Если вы желаете женщинам Украины строить отношения с людьми, которые столкнутся с таким спектром насилия, то вы желаете просто, это логическая конструкция, вы желаете нездоровое население, вы желаете вымирания нации. Не должно этого быть. Поэтому я бы все-таки ориентировался на то, что следует держать в голове одну очень важную вещь. Быть живым, психически здоровым, целым. Это роскошь. Это роскошь по меркам Украины. Сейчас это большая редкость, и правда. Но поверьте, остаться таким, будучи ухилянтом, значительно больше шансов, нежели пойти на фронт, доказывать какому-то Анистрату, который, если ты потеряешь конечность, он не будет нести за тебя ответственность. Люди, которые призывают вас к этому, не будут решать вашу проблему. Помните, если человек вас к чему-то призывает, рекомендует, советует, настаивает и готов нести ответственность за эти проблемы, если вы с ними столкнетесь, вопросов нет. Но они не готовы. Они считают, что вы должны умереть, и это ваша проблема.
Зато будут донатить какого-то там умственно неполноценному, обиженному ребенку, у которого ничего никогда не получается, который не добился успеха в спорте. Вот и все. Это все, что остается делать этому населению. А нам остается наблюдать за тем, какая будет дальше динамика, изменится ли это или нет. Я, честно, вот хочу вам, Александр, сказать, что я думаю, что до определенного момента это совершенно никак не поменяется. Должны произойти какие-то очень серьезные глобальные изменения. Какие? Я, как психиатр, сказать пока не могу. Ну, смотрите, вы очень важную мысль сказали по поводу вот этого, ну, уважения, там, вот, он там сына. Так полстраны потери. Ну, то есть, если не убитые, то инвалиды, если не инвалиды, то да, родственники, то поехали кукухой, то еще что-то, то, ну, как бы, это же, понимаете, это становится, надо учиться. Говорить нет, надо учиться, ну, как бы, потому что мы, когда вот это вот делаем скидку вот этим заявлением, тупым заявлением человека, да, в кадре, ну, простите, пожалуйста, мы вроде как поощряем это нельзя поощрять. А за что ты воевал? За что ты сына положил? За то, чтобы все туда отправились, и все, скажем так, или ты за кого ты воевал? За кого? Люди воюют с 22 года за то, чтобы не было горя у них в стране, в тылу. Не было убийства, не было, скажем так, для того, чтобы защитить страну, защитить семьи. Вы же сами кричите «мы за семьи», а этими же словами, получается, разрушаете и уничтожаете эти семьи. Мы должны отвечать на это. То есть человек просто он ничего не может на это ответить, потому что, ну да, ну вот это. Так надо, как бы получается, пришло время выходить и отвечать. Как отвечают даже вот эти. Можно по-разному к Алиеву там и к Белевскому относиться, к их там веселому футбольному и внефутбольному времяпрепровождению, но они мужики. Они взяли, да, они друзья, они, может, там вдвоем это синхронно запилили, но они вышли и запилили публично, по-русски, как футболисты поддержали футболиста. А не как там электрики в шлемах поддержали вот этого другого в другом шлеме. Надо искать слова. Собственно, спасибо вам большое, Спартак, за то, что помогаете, в том числе и это делать. Спасибо большое вам, Александр. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.